американский научно-фантастический фильм МКС «Международная космическая станция», 2004 год. Фильм о том, как группа российских космонавтов и американских астронавтов во время очередной экспедиции на станцию становится заложником событий, которые разворачиваются внизу на Земле. Фильм начинается с прибытия на станцию двух американских астронавтов, где их встречают 3 российских космонавта и соотечественник. На борту царит дружеская рабочая обстановка и даже озвучивается одно из правил: здесь мы вне политики. Ко всему, у американского астронавта Гордона Барретта и российского космонавта Вероники Ветровой случился роман, который они безрезультатно скрывают. Однако, как это часто бывает, идиллия внезапно разрушается. Внизу вдруг разгорается планетарная война. А вслед за этим доверие между российскими и американскими учеными рушится. Те и другие получают от своего командования секретный приказ захватить станцию под контроль. А дальше события развиваются стремительно и принимают трагический характер. Ни одна из сторон не знает причин начала ядерного конфликта, но все считают, что обязаны выполнить приказ, несмотря на былые отношения. Ко всему, ни одна из сторон не знает, получили ли другие такой же приказ или все еще доверяют коллегам по экспедиции. В этой части видно, что между персонажами возникает напряжение. Однако на этом творческий энтузиазм создателей иссякает, поскольку заложенная политическая часть важнее, и сюжет и события должны укладываться в правильный шаблон мышления. Американские астронавты сомневаются в легитимности поступившего приказа, предполагают провокацию или хакерскую атаку и не торопятся его исполнять. Российские же космонавты, опять же в рамках утвержденного буржуйского шаблона, в приказе не сомневаются и с воодушевлением бросаются его исполнять. Однако Вероника Ветрова не поддерживает свою команду, пытаясь саботировать зомбированных соотечественников, 2 одинаковых с лица недалеких русских мужиков. Может потому, что ее играет Мария Машкова, которая и в жизни тоже не поддержала свою команду. Может быть, Вероника Ветрова влюблена в American Boy и поэтому уже готова сменить команду. А может быть, она просто сильная женщина, хоть и русская, и поэтому все понимает и легко находит общий язык с другой сильной женщиной, естественно темнокожей и, естественно, не совсем женщиной. Впрочем, что совсем неестественно и, главное, вообще не влияет ни на сюжет, ни на его развитие, как надпись на заборе. Мимолетного знакомства с персонажами в начале зрителю не хватило. Ко всему, персонажи, как по мановению волшебной палочки, буквально на глазах меняются и глупеют. Но больше всех Гордон Барретт, который догадывается, что русская часть экспедиции получила такой же приказ захватить МКС, но выходит за борт проверить антенну, где и погибает. Однако потом воскресает и возвращается без всякой причины, но только чтобы уже точно умереть. Вообще все члены экспедиции совершают злодеяния в борьбе за станцию и выживание, но никакого противостояния характеров в сложной ситуации мы не получили. Кажется, что сценарист Ник Шафер сумел заварить кашу, но не смог найти разумный способ разрешить конфликт. Трагедия людей превратилась в шаблонное противостояние американцев с русскими. В фильме о противостоянии людей, характеров, политических взглядов и идеологий в ограниченном пространстве шаблонной пропаганды без начинки оказалось недостаточно. Естественно, что вопреки ожиданиям демократических экспертов, кинолента сразу дала просадку по просмотрам и рейтингам, особенно от зрителей. Жуть неинтересно. Невероятно, потрясающая история. Раз в моей голове все именно так и происходит, значит, это правда.